Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Рыбных блюд великое разнообразие. И у меня на канале уже собрано немало замечательных рецептов, которые вы найдете в плейлисте «Блюда из рыбы». Ссылку на него оставлю в описании. А сегодня хочу предложить вам еще 3 рецепта, которые отлично подойдут не только для составления меню на каждый день, но и украсят ваш постный стол. Рецепт первый. Рыба в хрустящем кляре. Это блюдо можно подать в качестве холодной закуски или основного горячего. Рыбное филе без кожи и костей нарезаем небольшими порционными кусочками. Посыпаем солью, перцем, сухой зеленью, которую надо растереть между ладонями, сладкой паприкой и сбрызгиваем лимонным соком. Перемешиваем и оставляем мариноваться хотя бы минут на 20. Можно использовать филе любой, желательно нежирной рыбы. Для кляра смешиваем 100 граммов муки и 30 граммов любого крахмала. Добавляем в сухую смесь очень холодную воду и растираем, пока не останется комочков. Добавляем воду малыми порциями до нужной консистенции. В общей сложности у меня ушло 180 граммов воды. Кроме того, нам понадобится разрыхлитель, но его надо добавлять непосредственно перед обжаркой продуктов. В кастрюле с толстым дном нагреваем масло. Всыпаем в кляр 7-8 граммов разрыхлителя, это примерно 1,5 чайные ложки, и перемешиваем. Солить кляр не надо. Обмакиваем кусочки рыбы в кляр и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки по 3-5 минут с каждой стороны в зависимости от величины рыбного филе. Готовую рыбку выкладываем на бумажное полотенце. Подаем рыбу на горячее с гарниром или в качестве холодной закуски. В виде гарнира отлично подходит картофель во всех вариациях, маринованные овощи или салат из свежих овощей, а также соусы, кетчуп и тартар с маринованными огурцами. Рыба в этом кляре всегда получается нежной, сочной, с хрустящей корочкой. Рецепт второй. Ароматное жаркое с рыбой в горшочках. Это блюдо отлично подходит в качестве первого или основного горячего. В хорошо разогретую сковороду вливаем растительное масло и на максимальном огне обжариваем до слегка золотистого цвета картофель, нарезанный крупными кусками. Выкладываем картофель на дно глиняных горшочков, у меня объемом 800 мл. В этой же сковороде обжариваем до полуготовности любую рыбу, нарезанную порционными кусочками с обеих сторон до слегка золотистой корочки. Выкладываем рыбку поверх картофеля. В эту же сковороду отправляем лук, нарезанный довольно крупно, и, не убавляя нагрев, обжариваем до золотистого цвета. Количество всех ингредиентов я укажу в описании под видео. Обжаренный лук выкладываем на рыбу. Не добавляя масла, обжариваем на сковороде грибы. У меня свежие шампиньоны, разрезанные на 4 части. В горшочки добавляем зелень. Я использую сухую, которую мы с вами готовили летом. Грибы не солим, чтобы не пустили сок, но слегка присыпаем перцем.
Обжаренные грибы выкладываем в горшочки верхним слоем. Сверху присыпаем солью и заливаем горячим рыбным бульоном, не доходя до края, 2-3 см. Если нет бульона, возьмите овощной отвар, например, картофельный или грибной, или обычную кипящую воду. А если вы не соблюдаете пост, такое жаркое можно готовить с добавлением сметаны или сливок. Накрываем горшочки крышками и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем жаркое до готовности картофеля. У меня ушло примерно 1 час 20 минут. Достаем жаркое из духовки и подаем непосредственно в этих же горшочках или перекладываем в глубокую тарелку. Посыпаем свежей зеленью и можно наслаждаться. Вкусное, сытное, очень ароматное и аппетитное блюдо. Рецепт 3. Рыба, запеченная с овощами. Это универсальное блюдо отлично подходит как для повседневного стола, в пост и даже на праздничный стол. На дно любой жаропрочной формы выкладываем картофель, нарезанный кружочками. Сверху раскладываем любую рыбу, нарезанную порционными кусками. Слегка присыпаем солью и перцем. Засыпаем луком. И морковью, нарезанными соломкой. Соль и перец добавим позже. Поверх моркови измельченный чеснок. И последний слой – свежие или замороженные помидоры. Для этого блюда количество ингредиентов абсолютно произвольное, но в описании я укажу точный вес всех продуктов. Готовим соус-заливку. В миску вливаем полстакана воды, добавляем столовую ложку любого крахмала или муки, размешиваем и всыпаем чайную ложку приправы для рыбы. Туда же отправляем 1/3 стакана растительного масла и полстакана кетчупа. Если кетчупа нет, замените на 2 столовые ложки томатной пасты, но с кетчупом вкус интереснее. Вот теперь добавляем перец и соль по вкусу. Все хорошо перемешиваем и заливаем получившейся смесью рыбу с овощами. Для тех, кто не соблюдает пост, по желанию замените кетчуп на сливки или сметану. Отправляем в форму в заранее разогретую духовку и запекаем при температуре 180-190 градусов до готовности картофеля. На это, как правило, уходит 60-70 минут. Готовую запеченную рыбку подаем в горячем виде вместе с овощами, посыпав свежей зеленью. Сочные, ароматные кусочки рыбы в томатной заливке с овощами – это всегда вкусно и сытно. Очень рекомендую приготовить и попробовать. Желаю всем приятного аппетита! Друзья, надеюсь, эта подборка рыбных блюд будет вам хорошим подспорьем. Если вам понравились эти рецепты, ставьте лайк. Остались вопросы – задавайте. Посмотрите плейлист «Блюда из рыбы» и обязательно подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!